Ребят, всем привет! Вы на канале «Психология без фанатизма». Сегодня работаем в формате «Случайные вопросы для психолога». Самое главное, что люди, когда приходят к психологу, думают, что вот он прямо непосредственно после первой же консультации именно вот разрешит все их проблемы. Психолог — это чуть-чуть другое. Они путают его с механиком. Они думают, что вот мы как машину отдали ему свою психику, отдали ему свою личность. Он там за наши деньги сам там что-то подкрутит, сам там залатает эти пробоины в карбюраторе, и потом мы как заработаем. Нет, психолог — это слегка другое. Психолог — это как тренер непосредственный, это как индивидуальный преподаватель. Да, это человек, который наметит для вас курс занятий, он наметит для вас определенные упражнения, он укажет вам пробоины, он поработает с вашим запросом, но он будет, конечно, работать с вами. Но меняться и прикладывать усилия в первую очередь придется вам. Это не просто тот человек, к которому вы пришли, излили свою душу, рассказали ему, что у вас за проблемы, и он тут же вам дал обратку, дал какую-то замечательную волшебную пилюльку, и вы ее скушали и пошли. Нет, такого не будет. Работать в большей степени придется вам. Ребят, в академической психологии выделяют 3 фактора, которые влияют на человека. Кинетика, среда и та формация, тот социальный период, то время, куда он попал. Генетические вещи, конечно, влияют на характер, на физиологию и так далее. Самые распространенные примеры, которые мне приводили ребята, уже практикующие, в психиатрии лучше эти примеры брать, они там особо острые. Когда, допустим, была семья академиков, а у них внутри рождался какой-нибудь человек с геном психопата, который там любил всех расчленять. И они не могли понять, как так. Они давали ему лучшее образование, они давали ему лучшие книги, лучшую музыку. Но где-нибудь в роду с одной или другой стороны был вот этот ген, он там через поколение, может быть, через 2 поколения передался этому представителю рода. Вот такие ситуации бывают. Поэтому будьте внимательны, я всегда говорю, при выборе своего будущего партнера или своей будущей супруги, мужа. Социальная среда. Вы общаетесь с дельфинами, вы дельфин, вы общаетесь с пингвинами, вы пингвин. Так происходит с нами. Пока я занимался баскетболом, у меня было мышление такого баскетболиста, тип поведения баскетболиста. Я стал общаться с психологами, стал более таким гуманным, стал таким более эмпатичным человеком, чутким к словам и нуждам другого человека. Поэтому с кем вы общаетесь, у вас такой же уровень сознания и формируется. Очень важно, кем вы себя окружаете. Это очень сильно на вас влияет. Мы люди-губка. Какая информация в нас, какая энергия попадает, какие мысли. Мы все это впитываем и транслируем это обратно в мир. Хотите изменения жизни, меняйте свое окружение. Это очень важно. И также я еще сказал про историческую формацию, исторический тип, где живет человек. То же самое. Ты просто, когда ты жил в царской России, тебе в уши одну информацию влили. Когда ты сейчас живешь там в Советском Союзе, тебе говорили, что самое важное в жизни — это производство, это родина, это честь. Когда ты живешь при капитализме, тебе говорят, самое важное просто прокормить себя и свою семью. Вот это все сильно основные вещи, которые влияют на человека. Один совет: занимайтесь йогой. Там есть вообще все вещи. Там есть и духовная составляющая, которая говорит о том, что, по сути, раскладывает все наше бытовое поведение на грехи и объясняет, как эти грехи, они называют их там по-другому, как эти там, психологи назовут это страхи, там, низковибрационные какие-то проявления, в человеке, как они ухудшают нашу жизнь. А второе, помимо того, что вы разложите свою коробочку, вы еще правильно настроите свой физический аппарат, у вас будет хороший гормональный фон, потому что йога предполагает большое количество упражнений. И только работая одновременно и над разумом, и над здоровым организмом, только работая и над интеллектом, и над плотью, вы сможете сформироваться в нормального, классного человека, в стойкого. У нас очень слабая нервная система, мы не выдержанные современные люди, мы невротики, да, сейчас, да. И это, по сути, это жадность, и она нас разрушает. По сути, это неумение наслаждаться жизнью в данном моменте. Отсюда и все проблемы.
Пушкин про это говорил, там, почитайте эту старуху у разбитого деда, ну, как там она, у корыта. В общем, человек не меняется, все одно и то же. Работая над собой, работая над своим здоровьем, ментальным и физическим, вы станете круче. Вот совет. Для того, чтобы справляться с эмоциональным выгоранием на работе, нужно помимо работы иметь какое-то еще очень сильное, очень воодушевляющее увлечение. Кто-то находит его в женщинах, кто-то находит его в музыке, кто-то находит его в спорте. И поэтому, чтобы не сформировалась излишняя привязанность, вот что я только работаю, и помимо этого у меня ничего в жизни нет, и поэтому, чтобы я не был только рабом своей работы, и чтобы только туда эмоции не уходили, я, конечно, шире смотрю на мир, и поэтому очень часто позволяю себе, во-первых, от этой работы отдыхать, переключаться, общаться с людьми, для того, чтобы у нас гормонов много, и для того, чтобы вся гормональная система работала нормально, нужно много делать действий. Нужно побеждать, нужно общаться с людьми, нужно обниматься, нужно иногда трудиться, потому что гормоны тоже ты, когда какой-то там результат ты преодолел, у тебя тоже такие кайфушечные гормоны вырабатываются, ты от этого чувствуешь себя хорошо. Но на одном типе поведения вы далеко не увидите. Нужно работать в балансе. Тревожное расстройство, ну, потому что мы завидуем, и вот эти сети сильно нас растревожили, потому что ты постоянно, оп, смотри, а у нее губки побольше, оп, смотри, а у нее сиськи поздоровее, оп, смотри, этот вообще в коттедже живет, о, а у этой там то или другое, и из-за этого ты начинаешь колбасить тебя, потому что ты постоянно хочешь тебе все самое лучшее, но тебе показывают жизнь каких-то там нереальных, каких-то там царей, которых или гламурщиков, которых там 0,000000001%, а вы себя, и мы, в принципе, себя пытаемся сопоставить, спроецировать вместе с ними. А второе – желание постоянно все контролировать. Вот мы пришли, включили свет, он тут же через секунду работает. Мы пришли, нажали на клавишу, чайник через секунду вскипел. Ну, по-русски говоря, просто уже избалованные такие. Раньше, чтобы этот чай вскипятить, нужно было коромысло одеть, 2 ведра пустых, пошел на озере зачерпнул, по дороге там татарин проходил тебя со своими кочевниками, там надругался над тобой, ничего, ты терпеливый парень, не придал этому значения, набрал воды, чай же нужно, помни, чай же никто вместо тебя не заварит, вернулся, чай заварил, там 1000 действий нужно было сделать. И люди, поэтому нервная система у них была более выносливая, а у нас сейчас нервная система слабая. Но ее и расшатывает весь этот мир очень быстрый. Да, методов не так много, там несколько школ, там фрейдисты, генштальтисты, не так там много, там это НЛП, там системы. По сути, одно и то же делают, только потому что ближе чуть-чуть со своими подходами. Я больше тут топлю не за школу, а больше топлю за то, что подходит больше вам. Кому-то больше от языка, кому-то больше от тела, кому-то больше от рисунка, там можете арт-терапией заняться. Непосредственно ищите, что больше относится с вами, соотносится, мэчится с вами. И ищите хорошего специалиста в этом направлении. Вот, наверное, 2 фактора. Ну и нормально то, что попробовать сначала. Попробовать, сравнить, найти то, что вам больше подходит. Понятие индивидуальное, конечно, потому что для каждого счастье, по большому счету, все равно свое. Кому-то 8 ребятишек, кому-то 8 миллиардов, кому-то 8 негритянских в одно место, поэтому каждый человек разный по-своему, но не гонитесь за этой историей про счастье, потому что мы, люди, не были созданы для того, чтобы постоянно, перманентно его испытывать. Вот мой совет. Меньше думайте о нем, и тогда оно больше будет приходить в вашу жизнь. Больше живите для кого-то, для каких-то целей, больше развивайтесь, и в нормальном количестве оно к вам будет приходить.